Всем привет, ребята! Вы на канале Оазис Знаний. Животный мир планеты Земля гораздо разнообразнее, чем большинство людей привыкло считать. Природа нашей планеты очень разнообразна и полна удивительных созданий, о существовании которых мало кому известно. Их внешний вид поражает своей необычностью и даже может вселять страх. А сегодня вы увидите топ-10 фантастических созданий, в существование которых сложно поверить. Ведь эти удивительные животные имеют способности круче, чем у супергероев голливудских блокбастеров. Готовы удивиться больше, чем при просмотре фильма? Тогда знакомьтесь. А перед началом мы вам напомним, чтобы вы не забыли подписаться на наш канал и поставить лайк. Так вы будете в курсе всего самого интересного и удивительного. Да, и каналу вы сильно поможете. Всем приятного просмотра. Квокка. Возможно, вы не очень много знаете про квок, но наверняка видели их фотографии, бьющие рекорды по лайкам в сети. Эти зверушки отличаются нахальными улыбками, всегда хорошим настроением и полной готовностью фотографироваться. Неудивительно, что их называют самыми счастливыми животными нашей планеты. Квокки происходят из того же семейства, что и кенгуру, и обитают на австралийских островах. Их продолжительность жизни составляет около 10 лет. Они травоядные и в основном ночные животные. Как уже говорилось, квокки любят фотографироваться и совсем не боятся людей. Но из-за угрозы вымирания они находятся под охраной. Квокки охраняются Всемирным фондом диких животных. Именно из-за этого любому, кто поймает эту забавную зверушку или начнет кормить ее, грозит немалый штраф. Листохвостый геккон. Это удивительное создание обитает в лесах Мадагаскара. Его достаточно сложно заметить, потому что формой тела и цветом он похож на сухой лист. А за красные глаза некоторых особей они получили название фантастические или сатанические гекконы. Ареал обитания этого вида – север и центр Мадагаскара. Длина тела взрослого геккончика от 9 до 14 сантиметров, большую часть которого занимает длинный плоский хвост, похожий на лист. Окрас геккона может варьироваться от серого и коричневого до зеленого и желтого. Впервые этот вид гекконов был обнаружен в 1888 году бельгийским натуралистом Джорджем Альбертом Буллинджером. Вид находится под угрозой исчезновения из-за бесконтрольного отлова и уничтожения их естественной среды обитания. Краб-декоратор. Самым талантливым маскировщиком из нашего топа можно по праву назвать краба-декоратора. Во время линьки этот краб сбрасывает старый панцирь, ставший ему тесным, а пока вырастает новый, начинает себе возводить на спине декорации. А для этого он использует не только водоросли, но и примитивных морских животных, типа актиний или мшанок. Оторвав кусочек гидроидного полипа, краб обкусывает и подравнивает декор, а потом прикрепляет специальным клеем, вырабатываемым его челюстями, и высаживает, как на клумбу, себе на спину. Сам краб ничего не видит, что у него творится на спине, но зато чувствует щетинками, которые расположены там же. Краб-декоратор усиленно трудится, пока все его тело не скроется под гущей удивительного леса из водных растений и животных. Среди таких же зарослей увидеть его трудно. Днем обманщик лежит неподвижно, а с наступлением темноты выходит на охоту. Моллюск Глаукус. От самого креативного краба мы переходим к миниатюрному голожаберному моллюску, размер которого не превышает 8 сантиметров. Глаукус атлантикус обитает в прибрежной зоне Австралии и Америки. Это яркое существо, разрисованное природой в синих тонах, на первый взгляд кажется совершенно безобидным, но в реальности он плотояден и ядовит. Глаукус питается живыми организмами, часть из которых ядовита. Сам моллюск устойчив к яду, зато накопив его в процессе питания, может использовать в качестве защитного средства. На поверхности воды животное удерживается за счет воздушного мешка, располагающегося в районе брюшка. Кстати, глаукус для человека безопасен. Карибский рифовый осьминог.
Осьминоги – короли маскировки в животном мире, но только не наш сегодняшний герой. У карибского рифового осьминога большие проблемы с маскировкой. Но это первый случай в водном мире, когда беспозвоночные используют подручные средства. У нашего супергероя, проживающего близ островов, это половинки кокоса. Он ищет на дне океана половинки кокоса, носит их с собой и в случае опасности просто прячется внутри. Но и это еще не все. Осьминог научился в прямом смысле укатываться от опасности, находясь внутри двух половинок кокоса. Рыба Паку. Рыба Паку выглядит так, как будто существо из кошмаров, или по крайней мере мутант из фильмов ужасов. Эта южноамериканская рыба обладает необычными человеческими зубами. Такие зубы помогают рыбе перекусывать жертву насквозь и отрывать куски плоти, в то время как пираньи, вооруженные клыками, вонзаются в тело жертвы и разрывают его. Челюсти рыбы Паку способны даже колоть орехи. Несмотря на устрашающий вид, многие любители рыб приобретают паку для домашнего аквариума. Однако не все знают, что такой зубастик вырастает до размеров полметра или даже метр, что не всегда удобно в домашних условиях. Иногда те люди, которые не справляются с выращиванием паку, относят его в ближайший водоем, где и выпускают на волю. Летающая змея. Летающая, скорее всего, слишком громкое название для этой змеи, лучше сказать парящая или планирующая, но факт налицо. Золотистые древесные змеи удивляют способностью с легкостью перемещаться с дерева на дерево по воздуху. Живут они, естественно, на деревьях. Когда надо перелезть на другое дерево, они не спускаются на землю, а сокращают путь по воздуху. Они могут пролететь до 24 метров. Для змеи без крыльев это удивительно. Перед прыжком эти древесные змеи вытягивают свое тело в воздух, держась только на кончике хвоста. Также они как бы расплющивают свое туловище, создавая эффект парения. Фруктовый вампир. Фруктовый вампир – это летучая мышь размером со спичечный коробок. Масса зверька составляет 7 грамм, а размеры не превышают 5 сантиметров. Живет этот миниатюрный зверек во влажных лесах Центральной и Южной Америки. В пищу употребляет фрукты. Ведет ночной образ жизни и не любит шумных компаний, поэтому селится один или в составе небольших групп. Группа укладывается в листве, делая специальные палатки из молодых неповрежденных листьев геликоний. Чтобы лист опустил края, образовав что-то вроде перевернутой лодки, летучие мыши перекусывают его вдоль центральной жесткой жилы, оттягивая края листа вниз. В этой лодке группа особей живет 1 или 2 месяца, а затем строит новое жилье. Фруктовый вампир близок к уязвимому положению, а также занесен в Красную книгу. Кабарга. Кабарга – это небольшое оленевидное животное, обитающее в Восточной Сибири на горных склонах, заросших хвойной растительностью на высоте до 900 метров. В отличие от оленей, к которым часто относят это парнокопытное, у кабарги нет рогов. У самцов есть клыки, которые выступают из-под верхней губы примерно на 9 сантиметров. Самцы используют их в качестве орудия во время поединков за самку. В брюшной полости самцов есть железа, в которой может содержаться до 20 грамм натурального мускуса, очень дорогого животного продукта. Из-за браконьерства популяция кабарги сокращается. Несмотря на клыки, это травоядное животное, основной пищей которого являются лишайники, предпочитает ночной образ жизни. Сухопутная рыба. Еще одна удивительная рыба – это тихоокеанская прыгающая собачка. Согласитесь, название совсем не рыбье, но поверьте, это рыба. Особенность прыгающей собачки в том, что она совсем не переносит воду. У прыгающей собачки, как и у всех рыб, есть жабры, но она ими не пользуется. С эволюцией они перестали нести свою функцию. Органом дыхания выступает кожа, но связь с водой у этой рыбы не утеряна совсем. Чтобы кожа дышала, нужно держать ее влажной. Поэтому прыгающая собачка должна держаться воды, чтобы время от времени смачивать свое тело. Встречается удивительная рыба на острове Гуам.
Уважаемые зрители, мы благодарим вас за просмотр и просим поддержать наше творчество лайком и подпиской, если вам понравилось. Всем пока!